Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы будем просматривать с вами людей, рожденных в 30-е годы. Что нам скажут оракулы, что нам скажут руны. То есть мы посмотрим этот момент. Прежде всего хочу рассказать немножко о 30-х годах. То есть люди приходили тоже непростые. То есть, во-первых, они открывали такой новый этап, я бы еще сказала. То есть это новый этап движения. То есть здесь энергия знаний, то есть мощная энергия знаний, то есть это действительно необычные люди достаточно, то есть они как бы, ну, я не знаю, как предвестники, я бы еще сказала, да, то есть люди, которые, э, ну, испытаний на их долю, конечно, выпало очень и очень много, тут даже разговора не может быть, но, опять же, повторюсь, это люди, которые зарождают новый род в основном. Плюс это люди, которые пришли в основном из целительских родов. Это еще. То есть они как бы и отработку проходят, да, и они должны знания какие-то внести вот в эту жизнь. То есть они должны научить там следующую молодежь, они должны накопить. То есть и уже как их жизнь проходит, то есть вот не то, что вот как судьба сама, да, какие события, а именно внутреннее состояние. То есть верят они в хорошее или в плохое, тоже это накладывается на последующие поколения. То есть здесь вот как раз очень интересный момент. Итак, начнем мы. Смотрю я по оракулу и смотрю я по рунам. То есть что нам скажут. Итак, 30-й год, 1930 год. Смотрим их. Так. Итак, смотрите, то есть это те, которые как раз внесли в этот мир вот эту энергию, как я уже сказала, жесткую, серьезную, сильную, которая будет сдвигать. То есть здесь у нас, конечно, сработало немножко в другую сторону, то есть здесь вот эта энергия, она, ну, развитие людей немножко еще такое было, как говорится. То есть я не говорю о тридцатниках, я говорю именно до этого еще, которые пришли. То есть они как раз вот именно эту энергию вложили не в нужное русло. То есть не то, чтобы вот увеличить знания, да, а вот как раз они вложили ее, они взяли эту у тридцатников эту энергию и ее, как говорится, направили не туда, куда надо. То есть люди, которым все время надо бороться за свою жизнь. То есть бороться, они боролись всегда. То есть это всегда у них никогда не бывает покоя. То есть они куда-то стремятся, но при этом это достаточно тяжело. 31 год. 31 год. Это уже у нас скачок определенный. То есть здесь как раз и говорится о том, что это двоякое состояние. Люди, которые всегда в двояком состоянии находятся, это состояние покоя, это по состоянию уюта, когда хочется семьи, когда тепла все время хочется. И при этом это люди, которые всегда ходят у нас на грани чего-то, то есть каких-то таких серьезных ситуаций. То есть они как раз захватывали очень большие там разные перемены там в стране, то есть вот очень много таких вещей. Так, 32 год. Так, вот 32 год, как раз вот именно то, что у нас уже здесь знания идут и подсознание открывается, то есть это те люди, которые у нас запускали именно в жизнь уже эзотерические данные какие-то, то есть опять же какие-то вот дар свой открывали постепенно. Конечно, в то время это было достаточно тяжело, то есть вот это все рассказывает, показывает, но они как раз этими людьми и были, которые принесли подсознание. То есть развитие его, движение его, то есть дали последующим поколениям это вот как раз это подсознание, то есть эту энергию такую. Так, следующий, 33 год. Вот 33 год это уже время борьбы. Смотрите, то есть вот как раз вот эти вот люди, это те, которые, ну, грубое слово, конечно, торгаши, да, но это очень грубое слово, я просто другого к нему не могу придумать, которые загораются идеями и могут к этим идеям идти, и при этом повести за собой еще и других людей. Понимаете, то есть это вот такие люди здесь идут. В 33-м году. 34-й год. Вот, а 34-й год уже срабатывает у нас, вы знаете, что, ну, кто знает, да, то есть четверка у нас очень часто за богатство отвечает, то есть она как раз отвечает за вот это богатство знаний, то есть не вот денег, а именно богатство знаний. То есть это люди, которые все время чему-то обучались, все время это наполняли, все время поднимали это, и опять также их задача была и все это перенести, ну, отдать другим поколениям. 35-й год. 35-й год это у нас женская уже мягкая энергия, но и родовая при том. Эти люди у нас делают отработку за женский род, это одно, при этом они дают эту женственность еще. То есть из них очень хорошие хозяева, то есть у них очень хорошие мамы, они вот такие вот, то есть папы хорошие, то есть у них вот эта вот мягкость уже появляется. 36-й год. 36-й год, он отвечает у нас за
такое, знаете, как чувство вины какие-то называют. То есть это сильная энергия. 36-й год, это работяги, это пахари, притом, знаете, они могут свою энергию выпускать больше в научную какую-то деятельность, понимаете, то есть вот именно какие-то знания, то есть они к этому стремятся, писательство, вот такие вот вещи, то есть это люди как раз вот таких уже подъемных вещей, более крупных, таких научных работников, вот, ну, рожденные в это время, как раз у нас профессора, я их называю. 37-й год. 37-й год рост у нас идет. 37-й рост идет год, когда открываются не просто, опять же, вот там у нас знание это одно, да, здесь у нас открывается соединение высших сил, то есть они уже на мир смотрят немного по-другому, то есть они более легкие. Вот, и плюс у них хватает знаний, чтобы вот это все раскрывать. Но не забываем о том, что в какое время все-таки эти люди живут и жили. То есть именно в том, мы начально, это когда они пришли в этот мир. То есть весь 30-й год он давал энергию для прорывов каким-то другим поколениям. То есть когда вот он пришел в этот мир, то есть он вот так жестковато пришел, не просто так. Так, 38-й год. Это у нас люди, которые уже отвечают за карму более мужского рода. То есть здесь идет отработка именно кармическая. То есть за знания, которые приходят из мужского рода, что эзотерические, что еще какие-то обучающие. Кстати, 38-й год очень часто это люди, которые, например, по роду, там все врачи, да, и они как продолжателями являются. Но они, опять же, наполняют свой род. Это вот все тридцатники, это те, которые вот именно собирают в свой род. То есть их задача собрать свой род. Вот 38-й это такие, у них испытаний очень часто много бывает достаточно. То есть вот им тяжеловато проходить. То есть даже показывают, что по жизни они идут немного тяжело, как ногу тяжело поднимают, чтобы следующий шаг сделать. И 39-й год. 39-й год. Вот здесь вот у них, вот это люди вообще, вот, которые с девятками связаны, с 39-м годом. Это люди, которые вот, которым дались эти знания свыше, да, то есть у них есть подключка, но нету полной реализации. То есть они не могут себя полностью раскрыть в плане того, что там, опять же, эзотерики той же самой, да, то есть у них немножко в этом плане тормоз идет. То есть они родились не в то время, я бы еще так назвала. То есть им бы чуть-чуть попозже, на пару так, десяток лет. И тогда было бы, то есть у них как раз бы они были в своей среде обитания. Теперь мы посмотрим по рунам эти же года. Итак, 30-й год. Что у нас здесь? 30-й год. То есть у них очень часто бывают изменения, притом очень часто тоже предательства бывают, проблемы достаточно такие большие, и им всегда приходилось бороться и приходится бороться за свое вот существование, то есть за свою финансовую какую-то сторону. То есть им всегда тяжело давалось это все. 31-й год. То есть это люди, которые погружены постоянно в работу, то есть им надо все время что-то делать. То есть, но очень часто, то есть как бы они не боролись, у них как не хватает сил, да, то есть все время кто-то их останавливает. То есть, ну, приходится как идти на компромиссы, те, которые им не нравятся. 32-й год. То есть вот как раз здесь у нас уже идет, что, скажем так, начинает разворачиваться энергия немножко в другую сторону. То есть здесь у нас срабатывает энергия подсознания, да, то есть и очень часто эти люди тешут себя надеждами, как бы, ну не то что фальшивыми, нет, а как-то несбыточными мечтами, понимаете? То есть вот у них есть это все внутри, но они это не могут полностью реализовать. 33-й год. Это уже у нас движение, да, то есть это уже определенные циклы, это у нас вливание вот этой энергетики уже, то есть знаний, то есть познавание, то есть все это вбирание в себя, то есть именно для своего рода. При этом очень часто они не понимают, что происходит, то есть почему вот у них там какие-то знания приходят, которые вообще им не нужны, да. То есть это все нужно для будущих поколений. 34-й год. Это сильные достаточно люди, которым пришлось пройти достаточно много и приходится проходить очень много. То есть люди, которые, они боденштендиги, то есть это они, как сказать, у них энергия сознания, то есть вот этого логики, она работает больше, чем энергия подсознания, то есть вот как бы наобум идти. То есть они всегда все взвешивают. То есть здесь такое идет, что и у них часто достаточно проблемы со здоровьем бывают, потому что происходит несостыковка знаний тех же самых, да, и с тем, что происходит вокруг. То есть они очень много переживают. 35-й год.
Люди, которые уже более динамичные, более организованные, то есть и у них часто в жизни испытания, то есть экзамены какие-то, то есть их все время ставят перед каким-то выбором, то есть пойдут они направо или пойдут они налево. То есть, и еще, то есть это люди, которые стремятся к какой-то совместной работе, то есть все время какая-то семья, либо там совместная работа с кем-то. И очень часто как раз нарываются на нечистоплотных людей в этом смысле. 36-й год. Люди достаточно порядочные вот в этом смысле, то есть в нормальном, то есть креативные, 36-й год. И еще, то есть это люди, которые кармически должны отработать за свои какие-то прошлые, именно за свои, то есть не за род, а именно за свои какие-то деяния в прошлом, то есть именно вот в прошлых жизнях. То есть поэтому они тоже не понимают иногда, что с ними происходит и почему вот так в их жизни вот, получается. То есть это вот отработка за прошлое, чтобы вы знали. 37-й год. Так, 37-й. Здесь уже, да, в более высокие энергии, то есть легкость, но эти люди всегда ходят по краю. То есть у них очень часто бывают проблемы со здоровьем, либо еще с какими-то вещами. То есть по краю, как между жизнью и смертью, я бы еще так сказала. Но здесь грандиозно, конечно, написано, но просто чтобы вы знали. И это люди, которые всегда хотят семьи. То есть им не хватает всегда тепла. То есть их всегда надо обнимать, целовать, вот, сюсюкаться с ними. Это как раз такие люди. 38-й год. У 38-го очень часто они чувствуют себя в одиночестве, в пустоте. Здесь есть проблема в этом, потому что, опять же, здесь идет отработка мужского рода, сразу показывает, и их очень часто, у них все ситуации как бы замораживаются, то есть им насильно приходится пробивать стены. То есть жизнь их не поглаживает по головке, она больше, чаще всего их по башке бьет. Понимаете, то есть поэтому здесь такое происходит, что они вот тоже какое-то непонимание, я бы еще сказала. И последний, это 39-й год. То есть эти люди у нас всегда за что-то переживают. То есть они видят ситуацию вот, не так, как все. Я бы еще так назвала. То есть у них есть свои выводы, они делают, они очень рассудительные. То есть у них бывают проблемы с деньгами. То есть здесь идет такое, что по жизни прям проблемы с деньгами. То есть им всегда надо достигать успехов каких-то. То есть к чему-то стремиться. Нельзя стоять вообще на месте. Вот. И здесь вот как раз и это происходит, что они хотят покоя, что все хорошо было там, а им это не дают. Потому что они уже более такого высокого развития у нас. И они, опять же, они видят, вот если человек, тут по-простому объясняю, если человек что-то делает, и вот этот человек, тридцатник у нас, понимает, что человек делает неправильно, он пытается донести эту ситуацию, а его просто не слышат. То есть это часто очень такое бывает, что вот такая стеночка стоит между людьми. То есть вот так вот. То есть это у нас были 30-е года. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Была рада вас видеть. Увидимся еще. До свидания.